Thank you very much. First of all, just to introduce myself, my name is Майк Нутталл from a company called GRC. Меня зовут Майк Нутталл, я из компании GRC. And I'm going to wear 3 hats on how to maximize the value of your license. Я буду говорить о 3 способах, как увеличить стоимость вашей лицензии. One, if you are the public sector or the government and you have a license that you can award. Прежде всего, с точки зрения правительства, да, и у вас, если вы выдаете лицензии. Secondly, if you are a private investor or property developer. Второе, это с точки зрения частного инвестора. And thirdly, if you're a casino operator, you want to be involved in one of those 2 opportunities. И в-третьих, это если вы оператор на данном рынке, да, то есть и хотите, соответственно, участвовать, также воспользоваться этой возможностью. So quickly as background, I have been involved in the casino sector for 15 years. Очень-очень кратко по поводу того, какой у меня опыт. Я 15 лет в бизнесе казино. And registered with the UK Gambling Authority. И я также зарегистрирован, то есть у меня лицензия от великобританских властей. And whilst it may seem a little bit odd, it is the ability to use that experience and expertise from both public, private and operating sectors in one go. И у меня есть возможность использовать мой опыт как бы со всех сторон, то есть с точки зрения частного инвестора, с точки зрения государственной и также с точки зрения оператора. So first of all, that's the areas that we've operated in and advised all parties over. Вот в данном случае показаны все страны, где мы занимались консалтингом. Online, land-based casinos. Казино онлайн, казино как бы реальное. Casino resort developments. Разработка курортов казино. Retail sports betting. Также розничные ставки спортивные. And regulation and jurisdiction and all legal matters. И все юридические вопросы, юрисдикции и легальные вопросы. And then fundamentally putting it together to make sure that A, you make money. Мы как бы все это складывали вместе, чтобы убедиться в том, чтобы, во-первых, вы зарабатываете деньги. And B, you don't lose the opportunities of money flying away. Во-вторых, зарабатывая новые деньги, вы не теряете имеющиеся деньги и не проходите мимо возможностей. So the first party involved here is the public sector. То есть, прежде всего, давайте поговорим вот именно о государственном секторе. So if, for example, they are awarding the license in Vladivostok or Sochi or Batumi or Tbilisi. Если они, например, выдают лицензию куда-то, например, в Владивосток или в Сочи. The critical thing for the public sector is that casinos around the world are a proven regeneration intervention to generate value for your local environment. Соответственно, государство хочет убедиться в том, что где бы ни находилось это казино, да, оно будет собирать деньги, и оно будет давать деньги в местную среду, то есть останутся деньги в той стране, где он находится. If you get the value of your license right, you will create all of those outward benefits for the jobs, local economy, inward investment. То есть, если правильно установить стоимость лицензии, получается, что вы создаете дополнительные рабочие места, улучшаете экономику в регионе, да, и, соответственно, привлекаете новые инвестиции. And it will provide that catalyst for future investment and prosperity. И также создаете такой катализатор для будущих инвестиций и будущего благоденствия. Now that's the easy thing. Doesn't matter if, for example, you're in Ukraine at the moment, and in Ukraine you are looking to award new licenses. Ну, это было бы еще легко. А давайте теперь представим, что вот вы в Украине, да, и вы думаете о том, как бы сделать новые лицензии. On the one hand, you know it can be a good catalyst for the economy and for taxes. С одной стороны, вы знаете, что это будет хорошо для экономики, хорошо будет с точки зрения того, что налоги соберете. But critically, how many casinos? Where shall we have them for the maximum benefit? When should they be developed? Но вопрос также в том, сколько конкретно будет казино, да, где они должны находиться для того, чтобы это было максимально прибыльно, да, и когда они должны открываться. What should they be? I don't just mean a casino with slots and tables. То есть
что именно там должно быть в этом казино, какие игральные автоматы, там, какие столы. And finally, how will I award these licenses? И как именно я буду раздавать эти лицензии. So again, 3 live examples, Vladivostok, Sochi and Ukraine at the moment, they have all decided to award new casino licenses. The question for them as the public sector is how, where, when, what, and how we're going to deliver the process. То есть вот сейчас у нас перед глазами таких 3 примера, да, это Сочи, Владивосток и Украина. То есть и у них у всех один и тот же набор вопросов, соответственно, да, сколько, где и когда. Typically, all of these public sectors will run a competitive license process that will include many or all of the following criteria. Обычно в таких случаях государство запускает такой типа тендера, да, то есть процесс вырабатывания этой лицензии, который включает следующие критерии. The first one, the quality and content of the development. Первое – это качество и содержание девелопмента, разработки. And it's very easy for some fantastic designs and master plans to be presented, but the question then comes, do they have the track record of delivering what they proposed? И, соответственно, на этом этапе часто совершенно феерические, очень красивые, интересные проекты появляются, но потом возникает вопрос, есть ли у компаний, которые их предлагают, уже опыт по созданию аналогичных проектов. Secondly, the capability of the operator themselves. И также вопрос о способности оператора также. Their approach to responsible gambling, their policies, procedures and processes. То есть их подход к ответственному гэмблингу, да, к ответственности по азартным играм. Approach to responsible gambling and Protecting the regulatory framework. И насколько они защищают регулятивную базу юридическую. And then does the party who's made the application, are they robust in their financial strength? И также насколько финансовые предположения, ну, опираются на действительность, насколько они вероятны. And then finally on the process, I'm the government, I've gone through this process. I also want to know which of the partners that have bid are going to deliver the greatest economic impact to Sochi or Kiev as an example. И также, например, вот я правительство, да, я начинаю проходить через этот процесс, я хочу знать, какие из партнеров дадут наибольший эффект в зоне, то есть, например, там, в Сочи или в Киеве. So now I'm a public sector and I know what I'm going to do. То есть вот со стороны как бы правительства я знаю, что нужно делать, со стороны общественности. And now I'm a private investor and property developer, typically. Теперь с точки зрения частного инвестора или девелопера. And for you as a private investor, you have to be very clear that it is a competitive market, both in terms of you supplying a development for a casino and operators who want to come to that location. То есть нужно здесь понимать, что это высококонкурентный рынок и с точки зрения самого девелопмента, то есть что много девелоперов, и, соответственно, также с точки зрения того, что много операторов, которые борются за место на рынке. And if I use, for an example, Batumi in Georgia, which is going absolutely crazy with casinos at the moment, private sectors and investors, developers have to make sure their development has differentiation against the others, or they will not find the right kind of operator. То есть, если мы возьмем, например, как вариант Батуми, да, в Грузии, сейчас там очень резко развивается, да, активно этот сектор, то как частный девелопер я должен понимать. Please repeat what you have to understand as a private developer in Batumi. Yeah, if you're a private developer in Batumi, where, for example, there are 6 developments going up at the moment. То есть там уже, например, 6 таких девелоперских, 6 разработок идет. Where everyone has a casino as part of the development. 6 проектов, и у каждого своя часть по казино. Do not believe that every operator will come to you, because the operator has choices, and you need differentiation if you're the developer. Вам нужно отличаться от конкурентов, то есть должна быть дифференциация, потому что не надо думать, что все операторы сразу побегут к вам. So, you've agreed to go down the route for a casino. You have 3 options typically as the investor: a landlord and tenant relationship,
Соответственно, вот вы решили уже, да, что как вы будете делать казино, и у вас обычно есть 3 варианта, 3 опции. Один из вариантов это отношения арендатора и арендодателя. A management agreement or a joint venture. Либо это договор по администрированию, либо это совместное предприятие. And again, similar to the public sector, the advice we always give to private investors is run a process to make sure that you end up with the right commercial and operational solution. И, соответственно, так же, как и для правительства, в этом случае для частных инвесторов мы советуем пройти этот процесс, чтобы убедиться в том, что у вас правильное коммерческое решение. And that includes the international expertise, obviously, Это включает международную экспертизу, and конечно, operating with hotels and other attractions. и также взаимодействие с гостиницами и другими точками привлечения клиентов. And don't forget again, for that casino operator, your due diligence on their financial strength, their ability on regulatory compliance, and their ability to drive the business in a competitive market. И также как оператор, например, да, вы должны проводить due diligence, то есть юридическую экспертизу того, что вам предлагается. First one was due diligence, the second one Responsible gambling again. снова ответственность, да, ответственный гэмблинг. And the third, sorry, I just don't see where it is in the list. Driving the business internationally. И управление бизнесом на международной основе. Again, please, if you are a private investor, don't panic about this, because operators that you would want to have are used to going through a process. То есть, соответственно, если вы частный инвестор, пожалуйста, не паникуйте по поводу того, что операторы, как правило, проходят через этот процесс, то есть задаются этими вопросами. So if you're the public sector and the private sector, there are a number of factors where you both have the same joint considerations. То есть и в частном, и в государственном секторе есть определенное количество факторов, которые совпадают. Make sure that the development and the content quality, i.e. non-gaming elements, and the quality of the casino operations are absolutely A1. Обратите внимание на само качество девелопмента, да, и на соотношение казино с другими, как бы, с инфраструктурой, которая не относится напрямую к гэмблингу. То есть из чего она состоит и какова она. In emerging market opportunities, and again I will use Sochi and Ukraine as examples, and Georgia, work closely with the regulatory authorities, work closely with the government. И в развивающихся странах, опять-таки, да, вернемся и к России, к Украине, и Грузии, необходимо очень плотно сотрудничать в плане легальной основы, юридической основы, сотрудничать с правительством. If you take both of those countries at the moment, far too little is being done on the regulatory framework. То есть, соответственно, в Грузии, в Украине слишком мало делается в плане юридическом. And if you're the investor and the operator, you need to be working hand in glove to make sure that the environment remains competitive. То есть, если вы инвестор в этих странах, то нужно очень плотно сотрудничать с правительством для того, чтобы убедиться, что та среда, которую вы планируете, да, она там такой и останется. And then finally of the three, I'm now a casino operator and investor. И теперь третья точка зрения с точки зрения оператора, казино, инвестора. Recent experience shows that a lot of operators, investors wanting to come to these new countries are not ready to go through a transparent enough process. По недавнему моему опыту получается, что многие операторы, которые хотели бы прийти в эти страны, не готовы проходить через достаточно прозрачный процесс. Casinos are internationalizing, as we all know, every single week. Как мы знаем, в каждую неделю казино становятся все более и более международными. And it's no longer good enough just to be a casino operator. You need to have experience of working alongside other leisure and entertainment attractions. И поэтому недостаточно уже быть просто оператором, но нужно иметь опыт в сотрудничестве с другой инфраструктурой развлечений. And the barrier will continue to increase on your requirements for responsible gambling and compliance.
И, соответственно, этот барьер будет только расти и расти в плане ответственного гэмблинга и соответствия нормам. Remember that the private investor and the government will be very clear on the requirements that they have. Частные инвесторы и правительство обычно довольно-таки ясно излагают свои требования. So any operator needs to be absolutely clear on their ownership structure, the financial strength, and ready for very detailed due diligence. То есть, соответственно, с точки зрения оператора необходимо предложить четкую структуру компании, финансовую ясность и прочность, скажем, да, финансовую, и плюс вот эту юридическую основу, то есть юридическую проверку, да, показать, что все как бы соответствует нормам. So if we look at some of the international lessons in this part of the world over the last 3 to 5 years, если мы посмотрим на международный опыт в этой части мира за последние 3-5 лет, there's a danger of too many casinos either being opened or in planning. Здесь есть такой риск, что либо слишком много казино открывается, либо планируется открыть. The danger of oversupply of machines and tables into the market. Также есть риск того, что будет уже и так слишком много игровых автоматов или столов на рынке. If I'm the private sector and property developer, the casinos that are being built are far too big and potentially in the wrong location. Если я, например, частный девелопер, то также есть риск, что казино слишком большое или находится не там, где оно должно находиться. So align yourselves early with the right advisors to make sure that the development will be fit for purpose. То есть, соответственно, вы должны на ранних стадиях пригласить знающих консультантов, чтобы убедиться в том, что казино будет соответствовать своей цели. There are a lot of new entries into the market, often from people who are slot machine and online operators rather than established casino offline businesses. И часто на этот рынок поступают как бы новые конкуренты в виде людей, которые занимались онлайн-гэмблингом, да, либо производили игровые автоматы. So again, due diligence required, and all of this is covered when you run an effective process. Соответственно, также нужна due diligence, вот эта юридическая проверка. And the last two that I would say on there is that in areas where there are a large number of hotels being built, И последнее, что я хочу сказать, в тех зонах, где строится большое количество гостиниц, where the casino operator and the hotel operator don't work closely together, если операторы, вот, управление гостиниц, оператор казино не работают вместе, the occupancy suffers то, соответственно, заполняемость падает. and the financial project becomes under stress, И финансовая часть проекта находится в критическом состоянии. and it's critical that development has something unique to offer. И нужно в этом случае, чтобы development предложил что-то уникальное. So in summary of all that, the interesting point is that the public sector, the private sector investors and property developers, and the casino operators all can be and should be aligned. Соответственно, что как краткое заключение из того, что я сказала, то, что и государственный, и частный секторы, и операторы все должны как бы соответствовать, выстраиваться в одну линию, то есть их требования должны соответствовать друг другу. Don't forget, it's a valuable license for the government. То есть, да, правительство получает деньги от того, что выдает лицензию. It's a valuable license for you as a private sector property investor. Как инвестор в частный сектор вы получаете также свою ценность, свою прибыль. And it's a valuable license for the casino operator. И лицензия также важна для оператора казино. But to maximize it commercially and operationally, Но чтобы максимизировать прибыль и с точки зрения продвижения, и с точки зрения администрирования, get the process right from start through to finish, and everybody wins. то процесс должен быть правильным как бы от начала до конца, тогда все выигрывают. Спасибо. Спасибо, Майк. Вопросы, пожалуйста, господа. Вопросы к Майку. Или все так хорошо рассказал, да, что в принципе по лицензии все очень хорошо, так доступно, да, все понятно.
В общем-то, но, Майк, вы несколько раз в своем докладе, в общем-то, упомянули Украину и получение лицензии в Украине. У нас следующий спикер, собственно, прольет нам свет о том, будет ли легализация игорного бизнеса в Украине, что там ожидается. Но мне просто любопытно, вы сегодня уже в настоящем времени использовали слово «получить лицензию в Украине». То есть вы верите, да, все-таки, что это вот уже... The interest for casino operators for Ukraine is very high. Очень высокий интерес к операторам казино на Украине. I also believe that the hotel owners, existing 5- and 4-star hotel owners, have a strong interest and capacity for casinos. И я также думаю, что владельцы 4- и 5-звездочных отелей тоже очень заинтересованы в создании казино. But I would say, learn some of those lessons. Но я бы сказал, что стоит опереться на некоторые из этих уроков. And if I'm an investor developer of the Hyatt or the Intercontinental, don't jump in bed with the first operator. Run a process. То есть, соответственно, если я оператор высокого уровня, там, да, интерконтинентального, то, соответственно, не надо как бы кидаться на первого попавшегося оператора, который там, да, нужно соответствовать шагам, да, определенные шаги соблюдать в этом процессе. Все-таки вы верите, что скоро будет легализация бизнеса в Украине? Do you believe that the business in Ukraine is going to be legalized? Yes, I do believe. Да, Absolutely, я верю, что yes. да. Спасибо. Thank you.